Так, начинаем движение от правого края проезжей части. Продолжение уроков вождения. Выжимаем сцепление, снимаем с ручника, включаем первую передачу, включили поворотник, убедились по зеркалу, что никого нет. Слушаем звук двигателя. Мы приотпускаем сцепление. Похоже, не включили первую передачу. Двигатель начал менять звук, сразу отпускаем тормоз, сразу добавляем газу. Только после этого продолжаем отпускать сцепление. Это так мы можем трогаться и на подъеме, и на ровном участке дороги. То есть это у нас как бы обычный вариант не использования ручника на подъемах, чтобы не откатывалась машина. Мы ее сначала держим с пробуксовкой сцепления, потом, добавляя газа, начинаем трогаться. Нет, пока команда не поступила, ничего никуда не поворачиваешь. Продолжаешь двигаться по своей части дороги. Никаких знаков нет, что это одностороннее движение, значит, едем по своей полосе. Вот сейчас поступает команда: на следующем перекрестке поворачиваем налево. Включаем левый поворотник, доезжаем до начала перекрестка по своей полосе и начинаем поворот. Примерно все правильно. Здесь тоже знаков нет, значит, должны оказаться на своей полосе, на своей части дороги. Если вы видите препятствие на своей полосе, то есть вы заранее просматриваете дорогу, думайте, когда вам включать поворотник, чтобы можно было это препятствие объехать правильно. Здесь, если скажут поворачиваем налево, включаем левый поворотник. Налево и далее направо. Такая команда поступает. Налево. Смотри, куда ты едешь. Налево, сразу правый поворотник. И поворачиваем направо. Ну, почему ты так медленно едешь? Здесь же никого нет, ну чуть-чуть побыстрее, там, ну, хотя бы 30 км в час, для того, чтобы показать, что вы умеете пользоваться машиной, что вы не боитесь ездить. При любом криволинейном движении сначала мы снижаем скорость, потом смотрим, на какой скорости мы сможем пройти этот поворот. Если у нас вторая передача, то практически любой поворот можем пройти. Если у нас третья передача, значит, перед поворотом переключаем на вторую, чтобы вам на повороте не отвлекаться. Перекресток равнозначных дорог, помеху справа пропустить. Ну, там у нас она далеко. На следующем перекрестке поворачиваем направо. Мы здесь с вами не катались еще? Вот вам тоже возможный вариант маршрутов, который будет на экзамене. Мы с вами стараемся как бы обследовать весь этот район, для того, чтобы было понимание. Могут дать команду поехать прямо, тогда вот сюда, вот вон за той белой машиной, вот туда вот. Смотри за безопасностью. Даже если автобус останавливается, все равно надо на него посмотреть. Да, я посмотрела. Я видел, молодец. Ну, ты посмотрела после того, как я сказал, смотри на безопасность. Ты должна была это сделать сама. То же самое, ты выезжаешь на дорогу, которая главная по отношению к тебе. Обязательно смотри по сторонам, любую проезжающую машину проводи взглядом по зеркалам, чтобы контролировать расстояние, интервалы между нами и той машиной. На следующем регулируемом перекрестке разворачиваемся и двигаемся в обратном направлении. Задание понятно?
включилась стрелка. И теперь мы поворачиваем на разворот. Это ты перехватом руль перекручиваешь. Разгоняемся, набираем максимально разрешенную скорость. Какая здесь скорость? 60. Набирай. У тебя 40 нет. Здесь дорога небольшой изгиб делает. Мы едем как бы в прямом направлении. Правый ряд за ним. Поворотничек выключаем. Знак «Уступи дорогу». Снижаем скорость, смотрим обязательно по сторонам. Чаще смотри и короче взгляды. Двигаемся далее. Набираем максимальную скорость. Какая скорость? 40. Молодец. Знак 40 действует. Вот там справа синенькая табличка. Такой скрытый перекресток, который плохо видно, плохо понятно. Вот до этого места действует знак 40, да. Далее будет 60. Так, положи правую руку на скорость переключателя. Двигайся одной левой рукой. Теперь ты мотаешься по дороге во время переключения передач. Положи назад на руль руку. Еще раз на скорость переключателя. Держи траекторию. Еще раз. Смотри по зеркалам, смотри на спидометр. Все, успевай одной рукой. Соседние, в смысле, впереди идущие машины для вас могут какую-то помощь оказывать в принятии решения. Видите, они подтормаживают при повороте. Оценивайте, на какой скорости они проходят этот поворот, для того, чтобы самим не превышать эту скорость. Можно только медленнее, особенно для начинающих водителей. Поворот пройден правильно по правому ряду. Двигаемся далее в прямом направлении. Набираем максимально разрешенную скорость. Впереди видишь препятствие. Уже здесь принимай решение, что надо сделать. Правильно, левый поворотник, левый ряд. Максимальную скорость поддерживай. Максимальная скорость — это минимум 55. Вот люди пошли к переходу. Тормозим, тормозим, тормозим. Убедились, что они не туда идут. Первую передачу и поехали дальше. Знак одностороннего движения. Опять мотаешься при переключении. Когда мы снимаем одну руку, вторая может в противовес уйти. Прежде чем снять руку, думайте о том, чтобы зафиксировать руль в том положении, как он есть. Что мы впереди видим? Что дальше? Какие знаки? Что надо сделать, когда видим знак стоп? То если бы я бы не подсказал, не сделала бы? Да, пролетела бы. Пролетела бы, и Да. вот там бы тебя бы высадили. Да. Остановилась до полной обстановки первую передачу. Полная остановка, фиксируем автомобиль, чтобы он не катился даже ни с черепашьей скоростью никакой. Только после этого начинаем трогаться. Вот у нас такой простенький железнодорожный переезд. Это только тоже обязательное задание экзаменационного упражнения. Проезд железнодорожных переездов. Вот сейчас бы не проехал бы на знак стоп, было бы до свидания. Что далее мы видим?
Что надо сделать, когда видим знак кругового движения? Дорогу куда поворачиваем? Направо. Что надо сделать? Молодец. В любом случае, что вы в левом ряду были, что вы в правом, вы видели такой знак, включили кратковременно сигнал поворота правого, даже если вы никуда не смещаетесь, потому что сама дорога поворачивает. Здесь глупо сделан этот знак, то есть как бы он не обязывает ни к какому пересечению. Дорога как шла, так и шла. Но вот раз есть такой знак, по правилам надо будет включить правый сигнал поворота. Ну, по кругу едем налево. Так. Здесь выбираем место для постановки автомобиля на парковку с использованием заднего хода. Вот сама двигайся, как ты двигаешься. Остановись сначала. Включи первую передачу. Подумай. Правый поворотничек включи. Думай, что ты будешь делать, как, а потом делай. То есть осмотрись. Давай поставим вот туда, вот между этих двух машин. Между красным. Между красной и серебристой. Ну, вот так вот примерно наша стойка чуть проехала борт той машины. Что делаем дальше? Выкручиваем руль. Я просто комментирую твои действия. Это не значит, что ты не должна ничего делать или меня слушать. Руль тяжелый, тяжело для девочки крутить руль. Ну, научитесь, будете сильными. Значит, при таком углу захода мы, может быть, и не попадем сразу в то место. Следим за безопасностью по обоим зеркалам. Двигаемся назад и смотрим, что у нас там происходит. Двигаемся всегда на парковочных местах с черепашьим шагом. Ну, раньше надо было понять, что ты первый включил вместо заднего. Но опять первый. Нажми на нее. К себе до конца. Вот. Вот, теперь задняя включилась. Зачем? Он у тебя был выкручен, ты просто чуть-чуть вперед лишнего проехал. Двигайся так же по кругу, как ты двигался. Вот у нас там в зеркале показалась серебристая машина. Мы видим, что мы едем в нее по этому направлению. Двигаемся дальше. Примерно оцениваем расстояние, смотрим по левому зеркалу, сколько там у нас чего. Чтобы не пугать инспекторов, останавливаемся заранее. Как ты считаешь, проедешь? Мне кажется, должна проехать. А мне кажется, нет. Вперед. В таком случае я побаиваюсь. Останавливайся. Выкручивай руль до конца налево. Это мы используем двухкратное включение заднего хода. Что у нас, в общем-то, разрешено. 4 оборота получается, перекручивать его. Вот он уперся. Первую передачу. Левый поворотничек ключи. При маневрировании вперед 100% включается поворотник. При маневрировании назад есть два противоположных мнения. Но лучше включать, чем не включать. Потому что не включенный поворотник 3 балла, а включенный неправильно 1 балл. Что мы дальше делаем? До каких пор мы едем вперед? Расскажи. Пока просвет. Так, чтобы проекции нашего автомобиля попадали в просвет. Выставляем его более-менее так, чтобы нам ровнее ехать назад. Если мы выставим его машину ровно, А мы там красную забыли. да. Ну, что тут у нас? Тут у нас просвет есть. Тут у нас большой просвет, Да. а тут Небольшой. небольшой. Что надо будет сделать? Как наша машина стоит, как ихняя? Подумать в голове, что нам надо сделать. Сейчас у нас руль вывернут до конца налево. Да, нам сейчас надо заднюю передачу включить. Заднюю Чуть-чуть передачу включить. проехать. Руль как выставить? Ровно. Ровно. Включай заднюю передачу. Конца сцепления выжимай. Руль ровно выставляем. Раз оборот. 2 — медленно двигаемся, смотрим за просветами между машин.
Нам наша задача выставить так, чтобы просветы были одинаковые. Смотрим там за просветом. Ты видишь, у нас проекция машины идет на ту машину. Да. Что надо сделать, чтобы нам параллельно с той машиной поставить? Почему? Ты назад едешь. Куда тебе надо вперед? Куда тебе надо убрать вперед? В какую сторону? Покажи пальчиком. Налево, направо? Туда. Чтобы у нас туда убрать вперед на заднем ходу. Куда колеса надо вывернуть? Мы будем двигаться назад. Направо. Сильно не выворачивай, начинай двигаться. Ну, один оборот сделай. Начинай двигаться и смотри по проекциям машины. Медленно двигаемся и смотрим, что у нас происходит. Туда-сюда смотри. Что ты там видишь? Попадаем. Ну, теперь задача найти параллельное положение, если попадаем. Просвет есть. Просвет есть. Параллельно. Вот параллельно. Останавливаемся. Руль ровно. Ну, можно так остановиться, но можно еще чуть-чуть закатиться, потому что как бы у нас те машины стоят. Вот это уже будет трехкратное включение задней передачи, вот это делать нельзя. То есть, если ты здесь приняла решение остановиться, третий раз включаем передачу не надо. Либо ты ее не выключай до тех пор, пока не полностью не выполнила, либо ты уже останавливаешься, как получилось. Потому что лучше инспектор будет принимать решение зачесть, не зачесть, чем то, что ты сразу же будешь третий раз включить заднюю передачу, 100% не выполнить. Передачу заднюю можно включать 2 раза максимум, да? 3 и более не выполнил. То есть вот таким образом мы выполнили упражнение. Это один из способов постановки машины с поворотом на 90 градусов задним ходом. Я считаю его в условиях города наиболее безопасным, потому что машина при этом меньше вылезает на полосу встречного движения. И также на полосу, ну, меньше перекрывает часть дороги. Есть и другие способы. То есть мы могли бы сразу заехать налево, с поворотом налево, вот выставив машину прямо, так, чтобы мы сразу одним движением в задний ход проехали прямо. Здесь такая ширина дороги, что это возможно. Но в основном парковочные места все достаточно узкие, и поэтому нам лучше пользоваться более безопасными способами. Но в любом случае смотрите по ситуации. То выезжаем направо с парковочного места. А нам сюда надо Дальше. включать. Ну, ты уже его включила и как бы заняла свое положение, да? То есть у тебя же был включен правый Да. поворотник. Ну, ты уже выставилась на этот ряд. Может быть, ты его чуть раньше выключила, чем нужно, потому что ты еще не до конца выровнялась. Но это уже как бы в худшем случае это 1 балл, либо ничего. Потому что здесь вот это 5 метров плюс, 5 метров минус, вряд ли инспектор возьмет на себя ответственность сказать, что ты сделала неправильно. С правой стороны дороги останавливаемся. Правый поворотник включай. Выравнивайся вдоль бордюра. Помните, что поворотник может выключиться. Если выключится, слушайте звук, снова включаем. Остановились, поворотник не выключился. Ну, достаточно приличное, нормальное расстояние от правого края. То есть можно было чуть меньше, но больше нежелательно. Вот по правому зеркалу контролируем такое расстояние. Дальше команда, начинаем движение от правого края проезжей части. Почему мы выполняем это упражнение? Потому что здесь у нас дорога идет на подъем. Соответственно, у нас идет трогание в гору, тоже является обязательным упражнением. Вот, любите вы перегружать машину. Только-только звук изменился, лучше быстрее на газ ногу перенести, чтобы не перегружать двигатель лишним отводом педали сцепления, лишним отпусканием ее. Потому что чем больше мы отводим сцепление, отпускаем или подводим диски между собой, не знаю, как вам удобнее это понимать, тем больше нагрузку мы даем на двигатель. Вот у нас знак стоп выполнен самостоятельно. Вот она из ситуации, чего я говорил.
почти заглохает он у тебя, так ты сильно отпускаешь сцепление. Только начало, Настя, тебя тоже касается, только начало услышали, сразу либо мы чуть-чуть еще скорректируем положение педали сцепления, то есть продавим ее еще, как только лишнего переключили, чувствуете, перегружаете двигатель, выжмите чуть-чуть сцепление. Если нормально, чуть-чуть звук изменился, тогда тут я уже много раз говорил, что здесь все как в Windows, очень много способов есть выполнения одного и того же действия. Ну, может быть, и не очень много, но они все как бы, можно разделить их на какие-то группы, но будут промежуточные варианты. Поэтому пользуйтесь так, как вам удобнее. Но тот способ, которым ты сейчас пользуешься, он медленный. У нас не получается быстро тронуться при таком способе. Сейчас будет дорожка в горку, поворот пройдем. И с правой стороны еще раз остановись. На повороте с точки зрения безопасности лучше не останавливаться, потому что мало ли кто засмотрится его, вынесет не по той траектории, если он переберет со скоростью и так далее. То есть лучше нам поворот, любое криволинейное движение, оно дополнительная опасность. В любом случае правый поворотничек включаем и останавливаемся. Нейтраль поставь пока. Еще раз пообъясняю, а потом попробуешь сделать. У нас, вот когда машина стоит сейчас, как сейчас, чуть на подъеме, вот если мы отпустим тормоз, который мы держим, да, то есть она начнет катиться назад. Но она не сразу начнет быстро катиться. Если вы успеете быстро выжать сцепление, то есть трогаться, как будто она на ровной, но только быстро сделать ногами все действия, то машина не успеет откатиться назад, и вы ее подхватите сцеплением, и она поедет вперед. Вот сейчас твоя задача поучиться это делать. Включаем первую передачу, включаем левый сигнал поворота для безопасности и для правильности, да? И действуем сейчас 3 раза подряд, пробуем тронуться. Сначала отпускаем тормоз. Нет, во-первых, включи передачу до конца. Не нажимай на нее. Отпускай тормоз. Быстро ногу переноси на газ. И пока машина еще не катится, быстро ногу на газ. Добавляем сантиметр газа. Теперь сцеплением плавно начинает двигаться. Выжимая сцепление, еще раз останавливайся. У тебя поворотник пускай останется левый. Да. Еще раз делай то же самое. Быстро ногу на газ, отпускай сцепление. И начинай трогаться. Примерно так. Только нам надо балансировать педалями сцепления и газа, чтобы двигатель не глох. Когда мы добавляем газа на холостых, двигатель легко раскручивается. Как только мы его начинаем приотпускать педаль сцепления, мы его начинаем душить, давать нагрузку на двигатель, чтобы машина шла в разгон. Чтобы у нас этого двигатель не терял оборотов, нам надо при отпускании сцепления балансировать педалью газа, то есть чуть добавлять. Плавно отпускаем сцепление, плавно прибавляем газ, так, чтобы двигатель не терял оборотов. Тогда у нас будет более-менее все нормально. Понятно объяснил?
следующем перекрестке поворачиваем направо. Сцепление выжимай, когда тормозишь. Ну что тебя куда вынесло опять от правого края? Потому что быстро заезжаешь. Здесь знак одностороннего движения. На следующем перекрестке поворачиваем налево. Заняли левую полосу. Передачку. Ну какой был задание? Какое было задание? А ты что сделал? Это не выполнено задание, проигнорировано. 3 балла. Двигайся уже теперь. Что впереди видишь? Знак какой? Что ты делаешь? Сейчас убьешь. Что ты делаешь? Скажи, что ты хочешь. Передача, по-моему, включена была. У тебя была включена первая передача вместо второй, которую ты с большим трудом включил. Поехали. Куда нам дальше ехать? Есть такой направо. Значит, надо занять правый ряд. Ну, опять не выполнено упражнение. Не выполнен поворот направо, даже на малой скорости. С правой стороны останавливаемся.